Всем привет! Сегодня будем с вами сажать базилик. Сажать я его буду вот в такой контейнер. Он очень хорошо растет на подоконнике. У меня два вида базилика, зеленый и фиолетовый. Считается, что фиолетовый немного полезнее, чем зеленый, но по составу они не сильно отличаются. Для себя эту зелень открыла пару лет назад, после просмотра одной передачи. Сейчас я очень люблю эту зелень. Насыпаем грунт в наш пластиковый контейнер. Емкость должна быть прозрачной, потому что семена базилика хорошо прорастают на свету. Грунт наш нужно утрамбовать. У меня вот такой универсальный грунт с агроперлитом. Агроперлит — это минеральная добавка, которую получают из горной вулканической породы. Хорошо проливаем наш грунт. Берем наши семена. И посыпаем сверху грунта. Как я уже говорила, базилик хорошо прорастает именно на свету. Его не нужно закапывать землей, присыпывать землей. Я сразу посажу сюда зеленый базилик и фиолетовый, а потом уже распекирую их по стаканчикам. Прошло где-то полчаса, и мы с вами видим, что из семян начала выделяться слизь. Семена базилика находятся в такой оболочке, из-за которой им сложно прорастать в грунте. Если у вас есть прозрачная крышечка от контейнера, накрывайте этой крышечкой. Я же укрою просто пакетиком. Самое главное, что семена должны находиться на свету, на них должен попадать свет, тогда они хорошо прорастут. На следующие сутки мы видим, что наши росточки проклюнулись. Теперь можно подсыпать сверху немножко земли. Вот на 5-й день базилик наш еще немножко подрос. Не знаю, почему я раньше его никогда не сажала. В нашей культуре как-то больше распространено петрушка, укроп. Сейчас я буду рассаживать базилик по вазончикам. В водичку я добавила немножко перекиси водорода. Перекись водорода служит как дезинфекция и как стимулятор роста. Делаю ножичком в земле вот такие лунки, и потом в них будем сажать наш базилик. Нужно хорошо пролить нашу рассаду водой, чтобы корни легко отделялись. Так, слегка ножичком поддеваем. И вытаскиваем. Вот какой корневая система. Опускаем в луночку. Присыпаем. Базилик — это не только вкусная приправа, но и очень полезная. Базилик содержит антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. А как известно, свободные радикалы являются причиной преждевременного старения и онкологических заболеваний. Базилик содержит большое количество этих антиоксидантов, которые способствуют продлению молодости и здоровья человека. А также базилик является просто кладезем витаминов, микро- и макроэлементов. Он содержит магний, калий, кальций, железо, марганец, медь, в общем, вся таблица Менделеева. А также базилик богат биофлавоноидами, которые стабилизируют структуру клеток, не дают им разрушаться. Также биофлавоноиды имеют противораковый эффект. Еще в базилике очень много антоцианов. Они обладают бактерицидным эффектом,
убивают микробы и устраняют последствия воспалительных процессов. Так что всем советую посадить на огороде эту культуру. Это не только вкусно, но и очень полезно. Хороших всем урожаев!